Доброго времени суток всем обитателям кубического ЧЗО, на связи комьюнити-менеджер команды Эксбо Татоя Тата. Сегодня я без лишнего разглагольствования расскажу вам об очень крутом обновлении в нашей любимой игре. Начнем, пожалуй, с крупного обновления сессионных боев. Отныне, чтобы поиграть на своей любимой карте, не нужно молиться богу рандома или же ждать ночи. Теперь на каждой из них можно поиграть в любое время, если, конечно, наберется необходимое количество желающих. Чтобы попасть на желаемую карту, достаточно нажать на ее изображение. Если вы не можете определиться, на какой карте хотите поиграть, можно отметить несколько карт и запустить поиск. В таком случае вас присоединит к наиболее заполненной в данный момент. Для любителей старой системы поиска матчей разработчики оставили старый способ найти игру. Он доступен во вкладке «Выбрать сервер», где показаны все матчи, доступные для присоединения. Лично для меня этот пункт в патче является одним из самых значимых и желанных, так как мне очень нравятся карты «Стакан» и «Морятник», и тот факт, что я могу поиграть на них в дневное время суток, меня очень радует. Но не так радует, как новые игровые режимы, гонка вооружений и дезматч, которые будут проходить на совершенно новой карте, созданной специально для них под названием Ghost 17. Эта карта сделана по совершенно другому ГОСТу, нежели наши другие карты. На ней разработчики решили поэкспериментировать с передвижением по карте, расставив батуты и телепорты для быстрой смены позиции. Динамика на этой карте — мое почтение. Что же касается самих игровых режимов, они будут доступны по очереди, сменяя друг друга с наступлением нового дня. Интересно, какой из режимов будет доступен сегодня? Итак, гонка вооружений представляет собой уже знакомый многим режим. Суть гонки заключается в том, что при успешном поражении противника игрок получает новое, более сложное в использовании оружие. Ключевая цель — как можно быстрее пройти через весь арсенал, оставляя конкурентов далеко позади. Первый, кто убьет врага с последнего оружия, побеждает в матче. Второй режим, Deathmatch, вдохновлялся играми вроде Quake. Быстрый и динамичный, с небольшим ТТК и сложной стрельбой. Набор снаряжения в этом режиме заготовлен. Игроку доступны всего два оружия, одно с большим уроном и малым темпом стрельбы, второе — его полная противоположность. Вижу в ваших глазах немой вопрос: а зачем мне эти режимы играть? А я вам отвечу. Помимо того, что это просто веселые режимы, где можно показать свой чистейший скилл без возможности обвинить в проигрыше вражескую пачку, получить долю эндорфинов и узнать секрет кота Бориса, есть смысл играть за новые крутые награды. Зайдя в игру, вы обнаружите на своей сейф-зоне вот такого чувачка по имени Спартак. Чемпион он или нет, никто не знает, но говорят, что это он устроил весь этот замес на Ghost 17. И то, что он же и дает бойцам новые награды, но дает он их, понятное дело, не за красивые глаза. С его приходом в зону была переработана система репутации сессионных боев. Теперь она полностью наследует правила боевых наборов и конвертировалась в соотношении 1 к 1. Теперь у игрока есть уровень сессионных боев. За завершение любого сессионного матча ему начисляется репутация. Каждый новый уровень открывается после получения 10 тысяч очков. Количество уровней бесконечно. С повышением уровня игрок будет открывать доступ к новым товарам у Спартака. За завершение сессионного матча игрок получает боевые жетоны, валюту сессионных боев. Их можно потратить у нашего нового знакомого. Игроки, ранее проявившие активность в сессионных боях, получат письма счастья с вознаграждением в виде боевых жетонов. Давайте пробежимся взглядом по ассортименту сессионного воротилы. Ветка автоматов калибра 9х39 с мастерским Сэр Валом в конце ветки. Ветка автоматов, переведенных на калибр 7,62 с настоящим богом войны в конце ветки. Ветка штурмовых винтовок, стреляющих отсечками. В конце ветки находится винтовка Пульс, глядя на характеристики которой становится немножко не по себе. Ветка пистолетов, переведенных на калибр 9х39 по причине, известной, наверное, одному лишь Зиву. И на сладенькое пулемет калибра 12,7х55 со скромным таким названием «Малыш». Малыш, блин, вот это вот дурында, малыш.
Да, чувство юмора, конечно, у наших нарративщиков не отнять. Помимо кучи страшного оружия, у Спартака можно приобрести различные краски, брелочки, аномальную сыворотку и прочие интересные расходники. Каждый сезон Спартак будет продавать особый тематический товар из далекого прошлого. Чуть позже мы введем пометку о временном статусе товаров, но пока просто предоставляем их список. Помимо флекса новыми пушками и красочками, теперь можно флексить своим рангом, зависящим от уровня сессионных боев. На данный момент он служит лишь визуальным отображением достижений, этот ранг нельзя потерять и он не сбрасывается. Также подверглись некоторым изменениям и привычная нам карта сессионных боев. На улицах Припяти для более комфортного штурма верхних этажей многоэтажек вокруг центральной точки С были немного перестроены балконы. Теперь при подъеме по лестнице игрок попадает в укрытие, из которого можно безопасно продолжить наступление. Кроме того, в центральной точке были убраны деревья, которые ранее закрывали прострелы с одной многоэтажки на другую. Количество командных очков, получаемых за удержание точек на больших картах, таких как Кротовая нора, улицы Припяти, Коллапс и Колизей, увеличено в 1,5 раза. Это позволит сократить длительность матчей. За завершение сессионного матча вы будете получать очки сезонного пропуска. Они будут выдаваться в незапечатанном виде и сразу же начисляться. Их количество напрямую зависит от вашего вклада в матч. Так, ну про сессионки рассказал, теперь поговорим про изменения в игре в целом. Ребята из Xsense добавили возможность пожаловаться на игрока прямиком из профиля персонажа. На данный момент принимаются жалобы только на использование запрещенного ПО. При нажатии на кнопку «Пожаловаться» открывается меню с выбором причины жалобы. О добавлении этой функции совсем недавно говорил аналитик отдела Xsense Дима, вот в этом видео. Если вы его не смотрели, советую ознакомиться с материалом, там наглядно демонстрируется, как отдел Xsense расправляется с читерами. Перейдем к правкам экономики. Разработчики решили увеличить награду за зачистку золотых событий на Кузне 11 и уменьшить награду за события с обычными вражескими отрядами. В лабиринте увеличили выпадение всех запечатанных очков сезонного пропуска на 40%. Новая мета фарма БП в лабиринте? Шахты и приток. Уменьшена награда за фарм событий с вражескими отрядами, но увеличена награда за захват аванпоста. Путь дураков и Полесская. Выпадение всех запечатанных очков сезонного пропуска увеличено на 50%. Яма и лес. Выпадение всех запечатанных очков сезонного пропуска увеличено на 25%. Локацию обочина также затронули экономические правки. Срачника теперь падает на 30% меньше, корня вонючки падает на 25% больше, денег за захват аванпоста дают на 35% больше. Ну и событие аванпост на обочине теперь появляется в 2 раза чаще. Обновление звуков. Добавлены новые фразы ученого, оповещающего о выбросах. Громкость всех этих фраз была уменьшена. Добавлены звуки рикошетов пуль при попадании по поверхности. Броня не пробита. Рикошет. Ой, блин, не те звуки вставил, сорян. Обновлены звуки полета пуль мимо ушей игрока. Добавлены новые звуки собственного производства, попрошу заметить, для передвижения игрока. Приседание, ползание, прыжок, приземление, перемещение в зацепе, движение через препятствие, движение по вертикальной лестнице. Как говорил мой дед, патч без балансных правок не патч, так что вот они. Добавлено снижение отдачи горизонтальной и вертикальной на 12,5% при приседании для всего оружия. Добавлено снижение отдачи вертикальной и горизонтальной на 25% в положении лежа для всего оружия. Теперь валяться на земле, играя сессионку, можно не только с ПКП, но и с любым другим оружием. Для пулеметов, кстати, и ПТРДМ снижение отдачи в положении лежа остается на уровне 60%. Добавлена трата выносливости на бросок гранаты. С каждой последующей гранатой затраты выносливости увеличиваются. Сброс накопленного множителя происходит за 4 секунды без бросков гранат. Тяжелые боевые костюмы. Со временем они морально устарели, уступив более комфортным представителям своего класса. В связи с этим бронескелет Центурион получил ряд улучшений, в том числе присущих лишь сверхтяжелым бронекостюмам, в виде стойкости и игнорирования штрафа скорости передвижения от оружия. Сверхтяжелые бронекостюмы тоже были усовершенствованы, им досталось повышение защиты от взрыва и увеличение грузоподъемности. К тому же уменьшение массы большинства стандартных контейнеров также должно облегчить их ношу. Правки оружия.
Оружие. Ранее попадание из винтовки Гаусса по экипированной пластине никак не сказывалось на ее прочности. Теперь прочность будет снижаться, но в 2 раза медленнее, чем при отсутствии функции полного пробития пластин. Это же изменение касается и CR-380. Ранее ПТРДМ разрушала пластину с одного выстрела, но урон по персонажу все равно снижался, что сильно влияло на эффективность оружия и частично делало смертельный выстрел бесполезным. Теперь урон в тело наносится в полном объеме. Есть пробитие. Прочие правки оружия. Из особо интересного, на мой взгляд, можно отметить значительный баф урона у SR3M на целых 2 единицы и уменьшение минимального урона также на 2 единицы. А 12 уменьшили отдачу как обычную, так и горизонтальную и добавили базовую стабилизацию в 32%, а МБ-17 дали 0,5 урона и увеличили дальность минимального урона на 1 метр. Прочие балансные правки. Шизоеж теперь дает гораздо меньше пси-излучения, но при этом уменьшает эффективность лечения на 25%. И живучести дает чуть-чуть, но меньше, на 1%. А всякой дроби и картечи убрали штраф урона по броне. Также что-то явно сделали с системой распределения. Случаев, когда игрок попадает на более высокую сложность, чем положено, станет меньше. Это радует, а то я вот не понимаю, что меня на мастерке кидает. Прочие правки. Добавлено визуальное обозначение незабранных наград за выполнение заданий сезонного пропуска. Убраны предложения обмена бронекостюма Каратель на другие фракционные костюмы наемников. Акция невиданной щедрости подошла к концу. Облики любимчик толпы и мудрейший теперь подходят для костюма Долгожитель. Добавлена отображаемая мини-карта для карты сессионных боев Колизей. Добавлена прозрачность визоров и окуляров у ряда костюмов. Ну а на сегодня все. Рассказал, что мог. Мне в ближайшие пару дней не звонить, не писать. Мне легенду на сессионках апнуть нужно.